Так, ну, начинаем с цели сеанса. Главная цель сеанса – расторгнуть все контракты, подключки, зацепки с антимиром, закрыть все каналы утечки энергии в антимир, вернуть все частицы своей души и весь утраченный потенциал, развязать кармические узлы, наладить четкую связь с высшим «Я есть» присутствием и душой, родиться самой в эфирном пространстве и родить детей Ольгу и Артема без программ антимира. Отменяю все прослушивания и свои комментарии канала «Цельнадзор». Использование квантовых помощников для себя, своих детей, внуков, внедряясь в их личное пространство. Очень раскаиваюсь в этом, отказываюсь и расторгаю, если еще осталось что-то, потому что я 3 раза отменяла, но они могли зацепиться за что-то. Я предполагаю, что из-за них Артем полностью не освободился от программ курения и наркомании, хотя прошел 2 сеанса и отказался от этого. Во время прослушивания вашего ролика об освобождении воина я вспомнила, что по книге Элизабет Клэр Профит «Ангелы и озарения» я ставила фотографию сына Артема, призывала архангела Михаила с его мечом синего пламени и синей молнии, прося освободить его от зависимости и курения. И как там в книге было написано, ножом делала отсекающее движение вокруг фото, представляя, что поверх моего ножа меч Михаила. Затем призывала ангелов, чтобы связать отрубленные подключки и сжечь их фиолетовым пламенем. Отказываюсь и отменяю эти действия. Если был контракт с темными силами против моего сына или меня, категорически отказываюсь и отменяю. Еще хочу отметить, что в детстве, где-то 5-6 лет, часто попадала в экстренные ситуации. Почему это происходило? Так упала с самой верхней полки под потолком в бане и рассекла кожу на голове. В больнице накладывали швы. Подружка толкнула меня в канаву с водой и убежала сообщать моей маме, что я утонула, но мне удалось выкарабкаться. Залезла под свежеокрашенную, перевернутую вверх дном лодку и вся выпачкалась в синюю краску, и сидела там долго, и была в одних трусиках. Мама с трудом меня отмыла с помощью растворителя. Была очень болезненная, и у меня обнаружили низкий гемоглобин. Из Москвы присылали для меня гамма-глобулин и делали 3 укола. Я их отменяю и заодно еще раз отменяю все прививки, которые получила в детстве. Также, когда была совсем маленькая, сунула указательный палец в расплавленное олово. Это мои братья этим занимались, старшие. По эзотерическим практикам. Во главе с Софией Бланк и по ритуалу, полученному якобы от Марины Шульц, как она сказала, мы ходили по лабиринтам, выложенным камешками, а затем, образовав 2 круга, двигались в противоположные стороны. Нам говорили, что мы активируем место силы коренных индейцев к великому переходу. Хочу знать, что на самом деле это было.
И если с нами со мной лично заключен темный контракт, какой-то темный контракт, я его категорически расторгаю. Принимала участие в служении по конференц-колу на связи с Элохимами гор стихий по книгам Сен-Жермена, направленным на процветание Америки. Служение вела Лариса Шкурко. Если при этом мной заключен контракт с темной стороной, я отказываюсь, отменяю, расторгаю. Посещая однажды группу Софии Бланк, случайно попала на якобы исцеляющую коллективную медитацию, которую проводил ее знакомый Яша. Но он мне как-то сразу не понравился, он делал какие-то пасы руками и смотрел на нас. Я думаю, или карму перебрасывал, или что-то такое. Отменяю свое участие, расторгаю контракт, если был заключен, возвращаю свою энергию. С большой верой в то, что я помогаю улучшению жизни на планете Земля, я лет 6-7 еженедельно посещала трансмиссионные медитации по книгам Мессия Майтрея, автор Бенджамин Крем. Мы садились по кругу и в течение 2 часов концентрировались на третий глаз. Хочу знать, кому на самом деле уходила моя энергия. И если это опять был обман, и все это уходило темным силам, отменяю медитацию, аннулирую и расторгаю контракт. Для повышения вибраций планеты и ее перехода в 5-е измерение мы с большим энтузиазмом принимали участие в церемонии активации кристаллов номер 20 Мирославы и Светозара. Я была в качестве хранителя 7. Всего принимало участие около 50 человек. Было построено 2 круга. Огнем священного единения собравшихся и произведенной церемонии произошло пробуждение кристаллов. И нам сообщили, что процесс церемонии утвержден Галактическим Советом Федерации Свободных Миров. Если в процессе этой церемонии был заключен со мной контракт с темной стороной, я его отменяю и расторгаю, отменяю свое участие в этом. Приехав в Америку, я покупала иногда вещи в трифт-сторе, и когда цена мне казалась завышенной, иногда цепляла другую цену. Там очень легко скрепочкой такой, канцелярской обыкновенной. Отказываюсь и отменяю, и раскаиваюсь в этом. Пользуюсь услугами магазина Marshall и TJ Maxx. Иногда ранее купленные вещи сдавала по более поздним чекам. Также я раскаиваюсь в этом, отказываюсь, отменяю это делать в будущем. Также хочу передать алгоритм освобождения умершей моей двоюродной сестре по отцу Светлане, племяннику Виталию, женам моих родных братьев Зое и Елене, а также знакомой Галине Векслер.
Хотелось бы узнать, что значит мое имя Аврора. Это мое имя в одном из воплощений или в тонком плане? Или я один из аспектов богини Авроры? Здоровье. Левая рука еще дрожит. И недавно проявился герпес на крестце. Хочу узнать, на что это притянулось, и отменить. Хочу поблагодарить вас. Я озвучила в прошлом сеансе, что у меня под левым глазом сидит что-то там затвердение, и ничто не помогает. После сеанса все рассасывается, и уже почти ничего нет. Благодарю за хорошую работу. Это ваша работа. За Главное себя благодарить. помощь, очень важную. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Я что-то вижу, что не касается сеанса нашего. Ну хорошо, Виктория, отсоединись от всего этого. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. Людмила. 1, 2, 3. Так. Сейчас вижу какой-то глаз с правой стороны у нее. Вот с правой стороны такой глаз прищурился вот так, черный, и смотрит на нее. Когда он на нее смотрит, я вижу, она проявилась. Вот такая пошла проекция в третий глаз. И она такая, как будто висит в воздухе, как привидение рисует, знаешь, типа, ну, такое изображение плоское. Это программа, так? И она вот так как-то движется, и такой, как веночек над головой какой-то. А он смотрит как бы вот в третий глаз. И от этого идет сектор магии. Тоже такой луч. И там вижу такие черные сидят люди, программы черные. Они сидят, медитируют. Считывается черный глаз. Так, сейчас это отодвигаю и снова зову Людмилу. И вдруг она вот так как пух, вспыхнула все. Она как прилетела так, знаешь? И все так это раздвинулось. Так, сейчас я большая, очень большая энергосфера и яркая. Хорошо, Виктория, считай ее эфирные ДНК. Она ли это, Людмила? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она говорит, что она разрешает. Хорошо, Виктория. Так, вот это, значит, секторы магии, кто находится, приказываю проявиться, кто находится в секторе магии, в соответствии его физической ДНК. Ну, я вижу, что она делает вот эту медитацию. Она считывается как транс какая-то. Миссионная, трансмиссионная медитация по книге «Миссия Майтреи». Да, вероятно. Это то, что они там 2 часа на нас... Да, на Да, третий да. глаз они концентрировались. А оно считывается не третий глаз, а черный глаз. И именно вот с правой стороны вот я увидела этот глаз. Да, теперь понятно, что это за конструкция. Так, и вижу, что эти все люди, они как в кружочке, и это имеет отношение к этому венку какому-то над головой, то есть в 7-й чакре. Я вижу, когда я присматриваюсь к этому венку на голове, то вот это
слышу транс, а дальше оно так как-то смазано. Мгм. Медитация, я вижу, что там в 7 чакре как будто такие семена металлические. А, То есть это эти люди, которые там сидят в секторе магии, они все находятся у нее в секторе магии. Мгм. И в 7 чакре. И вижу, что вот так идет эта подключка к этому глазу. Черный глаз. Мгм. Так, давай посмотрим, что это за глаз, Виктория. Как он считывается, этот глаз. Как-то мелькнула сразу Татьяна наша. Как ты с ней связан? Ну, не с ней, у нее, вернее, такое же. Ага, Вот. так. Так, сейчас, кому принадлежит этот Мгм. глаз? Приказываю хозяину этого глаза проявиться согласно его эфирной ДНК. Так, вижу какой-то образ, какая-то фигура, как будто затаптывает что-то. Приказываю этой фигуре проявиться согласно его эфирной ДНК. Это приказ. Проявляется типа ангела какой-то, но у него такая конструкция, как у какого-то терминатора с таким искусственным глазом. Мгм. Так, а что он там затаптывал? Приказываю ему показать. Какое-то имя звучит. Так, а кто это вообще такой? Приказываю ему отвечать, кто он такой. Почему-то идет слово по-английски. Боров. Вот. То ли это имя, то ли что это такое. Не знаю. Так, А, приказываю ему отвечать этому ангелу. Что он делает в пространстве Людмилы? Ну, это программа, я вижу, трансмиссионная медитация, она звучит. Мгм. Трансмиссия, оно как будто бы смешивание. Я вижу, что вот эти энергии этих людей, они вот так все вместе смешались, эти все программы. Мгм. Так, и какие свойства этой программы, Виктория? Что эта программа делает? Я вижу вот там в секторе магии, ниже этих людей, Мгм. как будто бы вот так, знаешь, как этот сепаратор разбивает на множество. То есть они, да, короче, они, получается, как будто бы в капсулах во время этих медитаций, в таких черных капсулах. А Мгм. вниз от них отходит такое множество таких же, только светлых капсул. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Посмотри, Виктория, что это за светлые капсулы? Оно считывается трансмиссионная диффузия. Сейчас я хочу посмотреть. Я только подумала, даже не успела там своим физическим умом подумать, а мне сразу это все пришло. Я подумала, как оно повлияло на Людмилу, и сразу проявилась там какая-то Татьяна. Мгм. И Так. вижу, что идет как бы накапливание чужеродной энергии. Мне так идет. Она как будто бы вот так прикладывает вот в секторе принятия решений вот такие черные, как грязь, как такие, как будто бы прилепливает. Рассчитывается накопление трансмиссионной Так. диффузии. Она как будто бы вытаскивает вот из вот это вся комплекция. Мгм. Так.
Так, значит, это Я вижу, Людмила. что там есть контракт. Ну, я Мгм. посмотрела, это как пример, что происходит. Я вижу, что идет, я слышу расслабление, потом идет диффузия, Смешивание. смешивание вот этих все участники как бы смешались воедино с этими негативными программами, с этим синтетическим разумом, с этим Мгм. глазом. Вот именно правый глаз. Синтетический разум. Так, хорошо. Ты говорила, контракт есть. Пусть Людмила достанет контракт, который она заключила, связанный с этим глазом. Или с этой сектой. Ну, мне интересно посмотреть, что это. То есть я чувствую, что мы не докопались до глубины, то есть не ответили, Мгм. что это за глаз. Да, согласен с тобой. Так, вот Я этот глаз. смотрю, и я слышу, Мгм. что это сейчас считывание личностных характеристик, идентификации личности. Вижу, что вот это слово Боров снова идет. Мгм. А что означает это слово, Виктория? Считай информацию. Что это за Боров? Не идет словесно, идет только образ, что Мгм. идет перебрасывание вот так вот энергии из сектора магии в сектор интерферентов, как нить такая или шланг такой. Мгм. Это вот эта черная энергия, которая налеплялась, Виктория, или какая-то была энергия, которая... Это энергия вот общественная, оно считывается как общественная, то есть как создается некий портал, некое М. общественное сознание на этой медитации, то есть одно общее сознание для всех. И потом вижу, что идет это как распыление, то есть смешивание. Каждый смешивается друг с другом, образно говоря, и потом это передается. И слышу Боров. Передается Так. в сектор интерферентов. А вот этот глаз– это считывающее устройство Мгм. для синтетического этого разума. Понятно, хорошо. Я приказываю хозяину этой программы, Боров, проявиться ему в соответствии его эфирным ДНК. Ну вот проявился этот ангел с этим на голове, с С этой глазом штуковиной. этим. Да. Оно как будто полголовы такой металлическое, как будто бы накрыто каким-то имплантом. Внутри как нет его глаза вообще, а вместо его как бы живого глаза вот этот синтетический. Мгм. Так. Этому ангелу я Тянется от приказываю. этого, Да. от его Что глаза там? тянется также в сектор магии. Так, кому там, кто это находится в секторе магии, приказываем проявиться согласно физической ДНК. О. Появился Илья с Моной. Мгм. Так вот они откуда информацию черпают свою на их сеансах. Думаю, это не единственный источник. Ну, Так, ну конечно. хорошо, То есть это приказывай. устройство, да. Да, приказывай Илье с Моной отвечать, что они делают в пространстве Людмилы. Я вижу, как Илья с Моной берут и вот так на этот канал, который у нее есть, ну, из-за этой трансмиссионной медитации, как будто бы продевают сквозь него этот символ Цельнозора, который имеет вид, как будто это какой-то даже славянский знак, что-то вот такое идет, как загребать вот так. Калаврат по типу. Да, ну, типа этого, с такими Мгм. какими-то Да. крюками. И вот так продевает прямо на контракт, я слышу. Мгм. Доходит до принятия решения, до контракта.
Так, я хотел... Мгм, контракт мы попозже посмотрим. Так, а что они, собственно, делают, Илья? Я ему приказываю отвечать. Какая его цель воздействий? Он говорит, мы тут потихоньку проталкиваем, и вижу, как к ним такие какие-то, как шары черные, подплывают из сектора интерферентов, как с нижних порталов. Они такие, как бульки, такие, бум, так подплывают. Мгм. Говорит, накачиваем сознание. Мгм. Так. А чье накачивает сознание? Ну, Людмилы. Мгм. Так, ясно. Ладно, Виктория, от этой ситуации отсоединись. Да. Так, кто самый главный хозяин этого Борова, этого программы? Кто там самый главный, приказываю проявиться? Самого главного хозяина. Мгм. Ой. Пусть Когда проявляется ты это, ты вот видеопространство. это говоришь, а там это черное пространство начинает вот так волнами ходить, как Мгм. будто бы, знаешь, призываешь, я это вижу, как это взаимодействует сознание со Вселенной всей. И он вытягивается, там как будто бы лежит, Мгм. тяжело дышит, а рядышком с ним вижу вот так на его правом плече Людмила лежит. Мгм. Ее Ясно. какая-то часть. Так, а спроси эту часть, что она там делает? Она вот так достает, как будто бы из-под головы, как подушка у нее там. А, говорит соглашение. Мгм. А этот, как сейчас я считаю, с кем она там лежит. Считай, Виктория. Ну, теперь понятно, почему это, когда я смотрела на этот веночек, то оно шло как блуд. А, Мгм. так, Так, ну кто он такой? Я ему приказываю отвечать. Пусть назовется. он говорит, демон власти Сатанаил. Мгм. Понятно. Ну хорошо, Виктория, тогда давай посмотрим вот это согласие, на которое, из-за которого вот эта частичка души попала туда. Что это было за согласие? Сейчас я посмотрю, что происходило на эфирном плане, когда это происходило. Я вижу, Мгм. что это было первый раз, когда она пришла, и она вот так как-то садится, как будто бы ищет себе место, и как будто бы на пол садится в позу лотоса. И левая нога вот так изгибается, черная энергия проникает через копчик. Вот я слышу крестец. Вот. Мгм. Считывается, что намагничивается, то есть притягивается Мгм. на ее какие-то комплексы. Мгм. Я вижу, да, да. Ну, Комплекс. Ну хорошо, давай посмотрим этот контракт, который она заключила. Пусть она его достанет и покажет тебе. так, я вижу, что вот этот Буров, который проявляется, эта программа, Мгм. она вот так, эта конструкция, которая в начале была, он ее просто вот так как бы вытягивает. Вот она села, и сразу в третий глаз такая черная подключка. И ее третий глаз по Мгм. этому порталу идет туда. Считывается ясновидение. А, это То есть, ее потенциал уходит туда? ну, ее ясновидение, то есть это логично. Если вот она делает противное конам Вселенной, то есть так оно не работает, чтобы открыть свое ясновидение. Ясновидение
проявляется тогда, когда человек в гармонии со Вселенной. То есть он является частью живой Вселенной. Тогда ему не нужно ничего настраиваться, ничего делать. Он слышит и видит все вокруг себя ясно. Я вижу, что произошел как бы замен. Ее чистое видение ушло, то есть понимание, вот эта связь со Вселенной, и вот это, что я увидела, что она лежит вот так, как на плече у этого Сатанаила. А взамен она получила вот эту конструкцию на голове. Мгм. То есть Так. настройка на антимир. Мгм. Давай посмотрим еще в контракте, что, какие условия есть, на что согласилась Людмила. Я слышу на подсознательном уровне, она вот так говорит: я лучшая, я буду лучшая. Или лучше, сейчас я посмотрю. Мгм. Да, это желание улучшиться. Так, а спроси ее, в чем она хочет Но улучшиться? считывается паразитическим путем. Мгм. А почему это паразитическим путем? А, то есть не от буквально вот эти как какие-то бабочки, вот эти программы, комплексы, какие-то неправильные решения, не очиститься от этих, то есть жить по своим законам, а не по конам Вселенной, и при этом желать как бы, а, ну, я слышу, проясниться, то есть стать как ясновидящей. Мгм. Ясно. Но использует не гармоничные, скажем так, не тем путем идет, не понятно. Хорошо. Спроси у Людмилы, видит ли она этот контракт, эти медитации, что произошло? Да, я вижу, она достает из-под головы, как из-под подушки, этот контракт, и там контракт. Я слышу отказ, отключиться, Мгм. буквально от гармоничного видения, от гармонии, от Понятно. сознания, от Мгм. сознания, вот как-то. А, И принять духовный ориентир. Мгм. На что ориентир принять? Я слышу на согласие, но вот это согласие, оно неправильное, и оно лежит как бы буквально как в одной постели с дьяволом, с сатаной. Мгм. И все, чтобы все вот эти изыскания в духовности, в будущем притягивались именно на это искажение. Ясно. Хорошо. Спроси Людмила, хочет ли она отменить ее решение, расторгнуть этим контракт, если она согласна, пусть она это сделает, откажется связываться с этими медитациями, отменит это решение и Я разорвет вижу, да, контракт. как появляется такой червь, буквально как земной червь такой, с такими этими полосочками, как дождевой червь. Мгм. Вот. Так. Почему-то он появился, и как будто бы кто-то его вот так цап, и он стоит. Я передаю Людмиле ее подсознание, что ее рациональная часть хочет отказаться, расторгнуть этот контракт, что она давно уже расторгла все контракты с антимиром, и что она давно живет по конам чистой священной вселенной, и она хочет забрать все ее решения, соглашаться с антимиром и соглашаться на а, трансмиссию в этих медитациях, и что она хочет вернуть свое собственное «я» и запретить считывание ее эфирного ДНК и
убрать с ее пространства любые воспоминания об этой трансмиссионной медитации, об этих учителях и так дальше. Я вижу, да, она снимает эту штуку из головы, вытаскивает, выбрасывает и отцепляет вот этот механизм от крестца, там, где она садилась. Вытаскивает со всего позвоночника. Я ей передаю, чтобы она вытащила и вот эти все паразитические структуры, вибрации этого герпеса и полностью очистила все ее физическое тело и подсознание от присутствия этих чужеродных программ паразитических. Я вижу, как ее нижняя чакра очищается. И я передаю вот, и в этот момент вот так слазит с нее вот этот круг цельнозора. Ну, так... Пусть приказывает Моне и Илье забирать все их воздействия, последствия воздействия, призывает силы кармы и на них, и на этих лжецов, учителей. Пусть она это сделает. Так, я сейчас смотрю, как оно как оттянулось на них. А Илья что-то делает другое, что-то там нацепляет. Так, приказывай или отвечать, что он делает. Он говорит, что у него в кармане есть запасные. Я вижу, что у него вот так в руке. Помнишь, я говорила, как рассыпались на части, как в таких капсулах. А он как букетик вот так держит на палочках, на таких, как на корешках, как бутоны, как тюльпаны. Я слышу предыдущие решения. И все эти предыдущие решения, они считываются как бомба замедленного действия. Вот-вот и вспыхнет. Я ему приказываю отдать это, всю энергию, которая принадлежит Людмиле, ей, а ему забирать все то зло, агрессию и магию, которую он принимает. И вижу, как эти черные энергии от него вот так тянутся в сектор миссии. Ага, так, что там в секторе миссии? А в секторе миссии, вижу, стоит Людмила и правой ногой держит вот эти ниточки, на которых держатся вот эти. Букет вот этот? Да, Его. она правой ногой держит. И этот букет, он вот так, как вытянулся, он в левой руке держит. А она держит рукой, ногой, и оно вот так, эти, как бутоны, в сектор интерферентов склонились. Выгнулась вот так, дуга произошла. Я сейчас заморожу эту всю ситуацию и буду рассматривать, что это за бутончики такие. Да, Я ты слышу говорила какие-то прежние решения. Я вижу, что это что-то вот так снимает какую-то булавочку, как бы из себя, из правого плеча. Это вот этот Trip Store. Магазин Да, этот. да, я говорю ей, что иррациональная часть отменяет это. Я вижу, она разложила эти все ценники вот так и поменяла их, То есть все разложила обратно, вернула. И это ушло. И вот этот один бутон, это все подстроенные дела для того, чтобы было потом за что зацеплять. Так, что там еще за эти бутончики? Давай посмотрим следующий. Этот ушел, следующий. Я вижу, она... слышу TG Max. Она... там ничего такого не происходило, потому что, хорошо. Она как будто бы, вижу, вертится возле зеркала, то есть покупает как бы лучшее что-то, а от старого отказывается. Да, она что-то
Да. ранее купленные вещи и Я сдавала. вижу, она эти вещи тоже, она пораскладывала как на столе и поменяла их вот так. И вижу, как посыпались какие-то монетки у нее отсюда. Мгм. Считается как застопорить. Я ей передаю, чтобы она отказалась от всех моментов, когда она решений, когда она проявляла нечестность и вернула все обратно, все эти решения поменяла на праведные. Да. Пусть она заглянет в каждый этот бутончик. Я вижу, что эти-то, их как будто больше было, но они вот так все утянулись прямо в руку Илье. Вот. А она в секторе миссии руку, вот так ногу отпустила, и оно тоже как резиновое оттянулось. И она вот так сделала. Мгм. Что-то пишет. Так. Она Что? пишет, разделась на таком черном пространстве. Вот так вот здесь пишет, разделась. И она как будто бы снимает с себя эту одежду, на которой вот эта энергетика негативная, то есть эти свои решения, она это снимает, эти черные одежды, и ее пространство сияет очень ярко, как солнце сияет. Мгм. И считывается, я слышу, что она облачилась в святые одеяния. И я вижу, что выходит, как ангел взлетает вверх, Мгм. Хорошо. улыбается. Я ей передаю, Мгм. чтобы она выталкивала из себя все чужеродные энергии, Энергия. чипы, импланты, подключки, приказывала Илье и Моне забирать все их воздействия. Она уже сколько раз отказывалась и отказывается принимать участие в просмотре их канала. И вот он забирает этот черные штуки, и этот шар черный вот Мгм. обратно затаскивается вместе с этим Ильей. Я передаю ей, чтобы она отдала ему карму, призывала силы справедливости, иконы кармы, восстанавливала, чтобы она их восстановила в ее личном пространстве. И вижу, как слышала такой вздох, и вот ее душа оттуда вышла. Мгм. А Пусть она этот ее раз, а ее очищает. Да. нет. Я передаю, да, чтобы она очистила от всех чужеродных программ, энергий, и чтобы она убирала эту подключку, и она уходит. Вот эта Мгм. подключка с этого, я ей передаю, чтобы она сожгла все эти чужеродные энергии, почистила все ее пространство от этой магии. Да. Пусть все чужеродное отправить на аннигиляцию, наполняется энергией жизни, гармонии, гармонизирует с первоисточником, который тогда, пока отсоединить от всех и всего, Да. поднимаемся выше. Мгм. Посмотри сейчас на нее, как она выглядит. Людмила показывает мне, она выглядит как ангел, у нее крылья. И показывает, что между крыльями, где сердечная чакра, с той стороны, она спину мне показывает, есть какой-то механизм там и подключка в секторе интерферента. Приказывай, кто находится в секторе интерферентом, проявиться согласно его эфирным ДНК. Там появляется какая-то программа, считывается ложный дефект и как стеклянный такой, и тянется в сектор магии. Угу. Так, а что А это в за секторе программа? магии сейчас там оно выглядит такое, оно считывается как архангел Михаил, Ага. но какой-то Так. такой искаженный весь. В секторе магии я вижу, Людмила вот согнулась вот так
над фотографией ее сына. Понятно. И вот эти энергии, синие Фиолетовая. Ага. синие и фиолетовые, они вот так образуют такой, как тур, только Мгм. он не круглый вот такой, а какими-то такими и уходит вниз к интерферентам. Я вижу, как эта фотография внутри этого тора образовалась. Мгм. А у Людмилы руки вот так почернели в тот момент. То есть она как бы колдунья в этот момент выступала. И вижу, как вот лицо Мгм. на фотографии, и образуются такие вот как кольца, открывается портал. И я слышу, идет такая установка: курить, курить. Мгм. Вот оно что. Вот Так. эти синие программы, это Мгм. синий цвет, это символ НЛП-программирования. А Мгм. фиолетовый это символизирует знание Акаши, то есть тоже этот, я слышу, обреченный мир. То есть это информация перекошенная, да? Мгм. Так, хорошо. А вот этот программа, да, Архангел Михаил, да, как она называется? Ложный дефект, вот этот ты говорила. Кто хозяин этой программы? Приказываю проявить согласно эфирному ДНК. Так, я вижу, что это открылся портал через эту фотографию, через это действо. Мгм. Именно идет так действо. И расширяется внизу. Я вижу, что там такой какой-то, как ангел, который одевает черные одежды на себя. На крылья, М. как плащ такой черный. Вот. Приказываю этому ангелу отвечать, кто он такой. Насчитывается противник Бога. Мгм. Понятно. Хорошо, Виктория, соединяйся от этого противника Бога. Поднимаемся выше. Да. Так, спроси у Людмилы, видит ли она, что ее действия с этим якобы Да. ангелом привели к чему? Мгм. Хорошо, если она хочет, пусть она отказывается делать эту магию, откажется воздействовать с этими энергиями. Я вижу, как с нее вот эта черная энергия с рук начала отклеиваться, уходит. Какой-то нож появился, что ли. Мгм. И я ей передаю, что ее рациональная часть отказывается принимать участие в любых ритуалах, в любых действиях сатаны, дьявола. И я вижу, как она выхватила эту фотографию и отменила это решение. И вот этот тур вокруг этой фотографии, он исчез. Я ей передаю, чтобы она передала информацию ее Сына сыну, Артем. Мгм. Артему, чтобы он наполнялся истинным светом, гармонией, чистотой. Я вижу, как привязка ушла у нее, Мгм. Хорошо. кармическая. Да, она поднимается, я ей передаю, чтобы она почистила все пространство вокруг себя. Чужеродный плюс пусть отправляет на аннигиляцию туда, в Сатанаилу, обратно, и призывает ее энергию, потенциал частички души обратно к ней. Я вижу, что да, это вот мешало ей передавать информацию как от сердца к сердцу. То есть Мгм. ее как будто какая-то частица вернулась, а Мгм. черное вот это ушло. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, стерла со всех информационных полей все те события и все ее решения, когда она
занималась эзотерикой, когда она углублялась в науку сатаны и Мгм. отвергала этот антимир с его учениями, с его эзотерикой. Да. Хорошо. Мгм. Хорошо, пусть она закрывает порталы. Виктория, все вместе поднимаемся вверх, наполняемся энергией, жизнью и гармонией. Да. Посмотри сейчас на нее. Я вижу, что она светится, но у нее вот этот пальчик черный. Мгм. Палец черный, и ниточка такая тянется в сектор интерферентов и в сектор магии. Кто находится в секторе Это вот магии? это, мальчики. Когда она Волова палец макнула. Так. За этим всем стоит спрут. То есть это программа, так? То есть, скажем так, родовые программы. Угу. Так сработали. Так, что на физике, какое она решение приняла? Оно вот Решение. так считывается, подключиться к единорогу. Так, а кто такой единорог? Приказывает ему единорогу проявиться. Я вижу, появляется такой, как будто троянский конь. Угу. Сверху одежды какие-то такие. Вот. А на голове такой черный рог. А информация идет, что это как будто бы скрытый портал. Угу. Так, а что это такая программа такая, вот этот троянский конь? Да, это считывается как эзотерический аспект. И я прямо вижу вся информационная на тот момент составляющая, вот эти цифры, вот это все, то есть программа, просчитывающая это как компьютер, просчитывающая все события человека. Угу. Это как для поглощения души, то есть подтасовка этих событий. Угу. Подтасовка событий. Так. Кто хозяин этого троянского коня, приказываем проявиться согласно эфирной ДНК в его пространстве. Появляется тут та же фигура этого Сатанаила, и он вот так по плечу своем хлопает, типа готовит место для нее. Ага, понятно. Да. Более предыдущее такое. Так, значит, это было решение подключиться к единорогу. Угу. Виктория, от Сатанаила отсоединяйся от этой ситуации. Давай посмотрим, что на физике происходило, когда Людмила решила подсоединиться к единорогу. Я вижу, она макнула пальчик туда. Потом такое же, как я вижу, как она катится по склону в канаву. Угу. Это тоже на это притянулось. Так, хорошо. Потом еще вижу какой-то сюжет, как в спортзале, что ли, с какой-то веревки она скользит, такая толстая веревка, Угу. и такие, как эти, и Ну, она как канат. будто канат, Да. да, и она как будто бы руки обжигает, то есть больно, как бы соскользнула. Так, хорошо. Спросил Людмила, видит ли она эти события, что произошло. Она сейчас, я вижу, как окончательно выходит этот черный глаз у нее. Угу. Отсюда, с третьего глаза. Буквально как будто это какая-то армированная такая штуковина. Синтетический разум считывается.
Она это видит. Я ей Мгм. передаю, чтобы она зашла в этот момент и отменила то решение запихивать этот пальчик бедный. Я вижу, как он красный, распух. И чтобы отдала карму антимиру за все эти события, я вижу, как она отплевывает эту воду с Мгм. этой вот какие-то Всё. санки, еще с санками какая-то ситуация. Потом этот канат, она вот так вот. Мгм. Я ей передаю, чтобы она все несчастные случаи, все болезни, все, что в чем ее было, ну, как принуждено. Да, там а, падение с верхней полки в бане. Да, чтобы она это все отменила, Мгм. вот, и восстановила коны суверенитета, собственной безопасности, гармонии, здоровья, счастья. А все эти последствия и все следствия, и все это пусть отдает в портал на утилизацию, и карму призывает этому сатанаилу. И я вижу, как вот это он хлопал, там место вот это было, знаешь, как Типа готовил, да? точечка, да, Мгм. оно ушло. Оно ушло, Хорошо. и вот эта связь, которую я видела как зигзагообразно в начале, оно все как резинка, все развертелось, ничего нет. И она вот так руками раздвигает свое пространство, и оно сияет, поднимается вверх, Мгм. так Хорошо. чистит все пространство. И в верхних пространствах звучит музыка. Мгм. Приятная, Виктория, музыка? Да, Как она? Мгм. Это хорошо. я однажды Так. слышала эту музыку Мгм. недели 2 каждый день. Она Да, очень красивая. говорила. Только я не могла записать, потому что я не знаю нотной грамоты. Мгм. Ну, когда-нибудь запишем. Хорошо. А вот Людмила хотела отказаться от уколов гемоглобулина. Давай посмотрим, что в этот момент, когда ей колят этот гемоглобулин, что происходит с ней. Один какой-то случай. Пусть она покажет. Но ничего такого Ничего там не не видишь? нет. Но я вижу, но какие-то процессы, идет какое-то утяжеление. Тяжеление есть. Мгм. Ну, рационально Людмила хочет отменить эти уколы и все прививки, которые она делала. Пусть она отменит. Да, я вижу, как эти шприцы затарахтели на этой такой Мгм. мисочке. И вот эта медсестра уходит. Мгм. Хорошо, Виктория. Давай тогда поднимаемся вверх. Посмотри сейчас на Людмилу. Так, я ей передаю, чтобы она вот это очистила от этого архангела Михаила, эту Мгм. подключку убрала полностью, потому что я вижу, что остался вот этот какой-то механизм в сердечной чакре. Оно похоже как магазин в пистолете, Давай, Виктория, по аспектам в еще револьвере, пройдемся. вернее. Мгм. Несколько аспектов здесь. Значит, ситуация. Она во главе Софии Бланк участвовала в ритуале, где ходила по лабиринтам, выложенным камешками. Давай посмотрим, что в этот момент происходило. Это якобы активировало место коренных индейцев. Ну, я слышу углубление в подсознание. Ну, вот антимира. Мгм. Так, хорошо. Людмила требует расторжения этих контрактов с этими темными силами. Пусть она, если хочет, то есть она хочет, пусть она отменит эти ее медитации, эти ритуалы.
эти камешки вот так, как знаешь, посыпались вот туда. Она это отменяет. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее сознание и подсознание от этих углублений. Снова слышу углубления. И в мир дьявола, и пусть отправляет все в портал, отменяет все решения. Мгм. Хорошо. Так, от этой ситуации отсоединись, Да. Виктория. Так, она проводила, значит, участвовала в служении, которое это служение проводила Лариса Шкурка по книгам Сен-Жерменом через школу, через конференц-сколу, якобы для связи с элохимами гор и стихий. Что это за служение? Давай посмотрим. Я вижу, что ее буквально укладывает, то есть на подсознательном уровне происходит, ее готовят, вот как бы уложили в эту позу, где она лежала вот уже у этого на плече, то есть она ложится, то есть ее вот так укладывают. Угу. Ну, теперь вот понятно, почему там говорят, знаешь, лечь под кого-то, да? То есть Угу. прогнуться. Я передаю Людмиле, что она хочет расторгнуть ее рациональная часть и отменить вообще увлекаться этим Сан-Жерменом. И пусть она почистит всю ее, мне идет сердечную чакру. Угу. Вот оно что. Это в голове как будто бы такие паутины, а в сердечной чакре сзади там как будто крутится такое колесо с такими отверстиями. И оно вот так крутится, а там тык, прокрутилось, тык. Угу. То Так, есть Виктория. это механизм заблуждения, то есть это как работа внутреннего критика, скажем Угу. так. Так, Виктория, вот этот Сен-Жермен. Кто это Сен-Жермен? Я этому Сен-Жермену приказываю проявить согласно его эфирному ДНК. Но в секторе магии проявляется какая-то фигура, похожая на какого-то, какой-то, не знаю, руки вверх, ноги вот так, такой диск. То есть это программа, оно так и Угу. звучит, программа Программа. заблуждения. Ясно. Ну, смотри, Программа заблуждения. Ну, да, да, да. ясно. В общем, эгрегор связан с программой. Хорошо. Людмила хочет расторгнуть эти контракты с темными силами. Пусть она зайдет в своем сознании в тот момент, когда она приняла решение участвовать в этом услужении, и отменит ее решение. А всем этим программам, магам, лжецам приказывает забирать все их воздействия, ложь, обман и призывать силы кармы. Я вижу, как с ее рук буквально как будто какие-то книги, толстые книги с такими шелестящими листами серыми, исписанные, вывалились. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, ее священного разума от этих заблуждений. И оно очищается, и в этот момент вот она окончательно ногой вот так отпускает, и это уходит. И ее какая-то часть возвращается. Я ей передаю, чтобы она отсекала все чужеродные чипы, импланты, программы, подключки. Подключки. И очищала ее разум от заблуждений, от лжи, от магии. Восстанавливала коны суверенности, коны жизни, гармонии и процветания в ее личном пространстве. Да, хорошо, Виктория, от этой ситуации отсоединись. Так, значит, она была на исцеляющей медитации, которую проводил для них Яша какой-то. Давай посмотрим, что было на этой медитации. Я вижу, что этот Яша ходит, как-то смотрит
а у него голова какая-то, как у кобры. Вот так. Мгм. И он так пристально смотрит. Ам, Как бы даже не у кобры, а варан, как варан с таким Мгм. языком. Ящер большой. Да, считывается ящер, Мгм. прямоходящий. Приказывай этому Яше отвечать, что он делает в пространстве Людмилы. Он вот так взял и как лист бумаги распростер. И говорит, она дала свое согласие. И потянул вот так рукой, как будто бы отпечаток ее пальца остался. Мгм. Вот как отпечатки пальцев ставят. Считывает ее информацию, да, этот Да, Яша? да, да. Мгм. Ее эфирная ДНК. И оно вот так потом растиражировалось и начинает вот так крутиться, в портал вниз уходит. Ясно. Так, хорошо. Людмила хочет расторгнуть эти взаимодействия. Пусть она отменит ее решение ходить на эту медитацию и приказывает этому Яше забирать все его воздействия. И забирает все частички ее отпечатки, энергию, душу. Я вижу, она хлопнула дверью, и вот эти отпечатки все выходят. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство от чужеродных воздействий, и пусть она заберет все ее, всю информацию о ней, призовет к себе, чужеродное воздействие отправляет в портал и отменяет это решение заниматься этими, снова идет этим действием. Угу. Я Хорошо. вижу, как этот отпечаток, он черный отпечаток, возвращается вот к интерферентам. Пусть отдает карму за ложь, за обман. Этот отпечаток вот так уходит, буквально как вот эти полосочки, Мгм. увеличивается вот так, и он уходит, а оттуда ее душа возвращается. Ну, как Хорошо. говорится, знаешь, за все нужно платить. Да. Пусть она очищает эти частички души, забирает ее потенциал, энергию, очищает и поднимается вверх. Вижу, что она вот так сделала, как будто бы разодрала такую пленку сине-зеленого цвета. Угу. Хорошо. Да, Так. передаю, чтобы Мгм. она ее все сожгла, стерла со всех информационных полей, убрала все подключки к этим людям, к Яше, к этой женщине, которая там занималась этими медитациями, и отменила свое решение ходить туда. Да, она это Мгм. сделала. Отлично. Энергосфера такая стала сразу прочная, Мгм. вот поднимается вверх. Так, Виктор, еще один аспект посмотрим. Один или два здесь осталось. Так, значит, Людмила ходила на церемонии активации кристаллов, там какой-то номер 20, Мирослава и Светозара в качестве хранителя номер 7. Пусть она покажет, что это было за активация. Что-то Не как бы из проявляется ничего? третьего глаза, ну, проявляется. С Угу. третьего глаза я просто смотрю, что это такое, хочу понять. Угу. Как будто вот такой луч идет, а этот луч как заканчивается, вот он идет и заканчивается вот таким кругом. И она вот так поднимает, знаешь, как глазами смотришь туда-сюда, а оно так идет отсюда, вот туда-сюда, и такой луч с таким вот кружком посредине. Так, А внутри этого, луч. это как лабиринт какой-то, а внутри черная точка и уходит в сектор интерферентов. А там
какие-то программы черные, как черти скачут. Мгм. Кто в А, секторе интерферентов еще там ниже, вот находится? так слышу, Люцифер. Мгм. Так. А что значит, что она была в качестве хранителя номер 7? Ты хочешь, чтобы я сейчас в их шизофрении копалась? Пусть отказывается, да и все. Ничего это не Хорошо, значит. Виктория. Понял. Так. Мгм. Ну хорошо. Пусть Людмила тогда видит она, что произошло на этой активации, что произошло с ней, какую она. Спроси у нее. Она говорит, что она видит. Мгм. Хочет она отменить эту активацию? Я вижу, что она буквально вот так берет и рукой это вытаскивает. Мгм. Пусть она отменит это решение, проводить эту активацию, связаться с этими группой и отменит это решение, заниматься этой магией. Да, я вижу, эти проявились в секторе магии, а Людмила снимает какие-то как браслеты с рук. Угу. Вот. Хорошо. Так, пусть она полностью очистит ее от всех этих подключек, вернет, призовет всю ее потерянную энергию, обратно очистит, закроет все порталы, поднимается вверх. Мгм. Хорошо. Так, ладно. Так, с аспектами все. Давай посмотрим, Виктория, как сейчас Людмила выглядит. Так. Она, я вижу, что есть в ней какая-то еще программа, которая вот здесь, вот где-то на уровне носа, как Мгм. будто бы такой клюв. Так, что это за программа, Виктория, как она считывается? Сначала он был черный, большой, потом он уменьшился. Мгм. Она снимает это, и сразу начинается такое свечение на голове и тянется в сектор магии. Приказываю, кто находится в секторе магии, проявиться ему в соответствии с физическом ДНК. Я вижу, там находится кто-то, как будто бы копает лопатой. Я слышу Сан-Жермен, Мгм. обольститель. Ну да, есть какие-то его книги. Так, этому Сен-Жермену приказываю отвечать, что он делает в пространстве Людмилы. Он говорит, что он ее убаюкивает. И я вижу, М. что вот ее речь такая размеренная, медленная. Мгм. Это как раз и есть результат вот Этой программы. этой программы. Мгм. На ее Так, как-то голосе, на ее, ну оно как-то где нос. И я слышу ее речь, когда она говорит такими, как, ну, отрывисто. медленно, отрыв, М. да. Мгм. Давай посмотрим, Виктория, когда эта программа впервые появилась в ее пространстве. Что это было за событие на физическом плане? Сейчас я вижу ее в секторе миссии. Она стоит как, выглядит как богиня. И вот здесь у нее, где голова, и такой свет. Считывается она Аврора. Мгм. Где вот 7 чакра и 6, вот здесь, где голова, э, ну, прямо вот так, как лучи идут.
Мгм. И она как ангел тоже, с крыльями. Считывается как-то заря ранее, Мгм. утренняя заря. Утренняя заря, да. Мгм. Так, что она делает в пространстве миссии, Виктория? Что у нее за миссия? Она говорит отобрать свой свет. Мгм. Так, а как она его потеряла? Спроси у нее. Говорит отличить вот так. Мгм. Добро зло от добра. Вот так она буквально говорит. И я ее Мгм. спрашиваю, и мне идет, я прямо это все вижу, как этот Люцифер, он как бы пользуется ее светом, он как свет отражающий. То есть Мгм. вот это, что она ко мне Прикидывается получает. светлым, да, за счет ее энергии. Да, то есть он как бы это излучение ее украл или что. Сейчас будем смотреть, почему она ему отдала. Мгм. Давай посмотрим это событие, Виктория, когда она дала этот свет ему. Что это было за событие? Она говорит, мой приход на землю. Мгм. Что происходило, когда она приходила на Землю? Где это событие? Пусть она покажет. Я вижу, что кто-то танцует под воздействием программ черных. Танцует сильно, как-то выбивает, как чечетку, что ли, вот так ногами. Какая-то фигура, вот ноги такие черные, и так сильно танцует. Так, кто это танцует? Приказываю отвечать, кто он. Слышу Сан-Жермен. М. Так, а кто это такой Сен-Жермен? Кто он вообще такой? Приказываем отвечать. Считывается это лютый голод. И мне считывается, что это неспособность излучать свет. И такая, как портал, поглощающий энергию. Мгм. Понятно. Это, вероятно, как эгрегор какой-то. Сейчас я хочу посмотреть, где Людмила в этом. Вот Сейчас. Сен-Жермен, это вот это, оно считывается как блевота, как блевать, что-то очень гадкое. Мгм. Ам, Так, а где Людмила в этой ситуации? Когда она с ним? Сейчас я вижу, что на каком-то, на тонком плане она вот так подлетела, как-то как фея. Так пум, и пространство так. Сейчас я посмотрю. Она смотрится в то пространство, как в зеркало. В пространство физического воплощения. Мгм. Я вижу, что она берет вот эту программу Сен-Жермен. Мгм. А оно такое, она взяла, как такой увесистый мозг. Буквально оно как мозг. Она взяла это на руки, взвесила и говорит, что я пойду туда. Мгм. Говорит, что отдам свой свет ради спасения. Так, ради чьего спасения? Но она показывает, и в секторе миссии появляется образ такого сияющего мозга, то есть разума, Сознание. Мгм. сознания, да. Так, с кем она подписывает контракт, Виктория? Пусть она контракт. С кем она подписывает это?
Есть контракт, Виктория? У нее. Есть. Угу. Пусть она его достанет, этот контракт. Оно считывается люциферианский мир. То есть она заходит как в чужое пространство по соглашению. Угу. Мир там уже как бы был построен. Это сознание. Ну, это другая вселенная, скажем так. Угу. Другая. Так. Я, значит, это приказываю всем сторонам контракта этого провидца встать в линию. Появляется вот этот спрут, считывается он тоже как Сен-Жермен, как плут, шут, обманщик, Угу. искуситель. Вот. И этот Люцифер. Угу. Он создатель своего мира. И он ей показывает, хвастается. А вот он в этих плащах показывает ей эти миры. Говорит без духа. Угу. Что он ей предлагает? Он ей предлагает одухотворить, наполнить светом, сиянием. Угу. Так. Людмила соглашается? Она соглашается. Угу. На каких условиях она согласилась это делать? Что в контракте? Какие условия? Я слышу облагородить, то есть наполнить светом. И мне Угу. считывается, что она не знала, что если она что-то отдаст, то что-то получит обратно. Я вижу, как из нее буквально вот так потянули этот свет, эти энергии. И вот эта черная энергия на нее так пум, как клякса на голову. Угу. Она не знала, что взамен ей что-то дадут? Да, она не Угу. знала. Понятно. Она Так, думала, что просто вот она поделится своим светом, чтобы Мгм. облагородить этот бездуховный мир. Угу. Ну да, если где-то убыло, значит где-то добавится. Так, что-то еще, Виктория, в этом контракте мы должны рассмотреть, посмотри. Но больше ничего такого Ничего не нет. идет. Угу. Да. Хорошо. Так, Людмила хочет расторгнуть все контракты с темными силами. Ее высшее хочет. Пусть она зайдет ее сознанием в тот момент и расторгнет этот контракт с Люцифером, откажется одухотворять этот мертвый мир. Да, я ей показываю все, что случилось за эти времена. Угу. И я вижу, что она буквально как стряхивает этот антимир. Угу. Оно такое интересное, как будто бы там пространство, в котором вот так висят планеты. Да, образность. Угу. Да. Так. Она снимает, вижу, вот так как-то, как корону, Угу. как часть свою. У ее голова как будто бы крышка открылась вот так. Так, что И надо? там вижу внутри такое вот кольцо черное. Ну, где на физическом плане мозг, там такое черное кольцо. Угу. Вот оно что. Вижу это кольцо, оно одето вот на этот столб энергетический, сияющий энергетический столб.
Вот почему Илья вот так, он одевал тоже на такой энергетический столб, потому что это вот связано оно одно с другим. Мгм. И она это Так. увидела и вот так рукой как махнула, как отрезала. Мгм. М. Расторгает она Говорит, это что она, всё? да, она расторгает. Сейчас я хочу посмотреть. Она говорит, Мгм. что она отстраняется от, ну, от этого, говорит, от дел Антимира. Хорошо. И вижу, как этот имплант уходит. Я ей передаю, чтобы она очищала все ее пространство от всех имплантов, расторгала все контракты. Мгм. То И есть я она вижу, как она возвращает свою энергию, и такое идет, что пусть теперь антимир без моего света Мгм. покажет, типа. То есть там, вероятно, какой-то спор шел, да? Скорее А, всего, да. Мгм. вот, говорит, чтобы он, ну, показал, на что он способен без ее света. Я ей передаю, чтобы она, что иррациональная часть хочет вернуть весь ее свет, весь ее потенциал, Мгм. и пусть Пусть расторгает все контракты, соглашения. во всех временах, и на всех уровнях, все контракты с антимира пусть она расторгает, призывает все ее частички души, потенциал, свет обратно к ней, очищает и Мгм. поднимается вверх. Мгм. Да. Хорошо. Ну, хорошо, Виктория, посмотри сейчас, как Людмила выглядит. У нее вот эти из глаз это все пошло, свет так вот идет. Эм, Мгм. Хорошо. Тогда поднимаемся все вместе максимально вверх, Виктория. мгм. Отсоединяемся от всего чужеродного, наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, процветания. Она говорит: "Постой". Мгм. И куда-то она хочет войти ногами вот так, Мгм. как в сторону первоисточника. А она говорит: "Постой, я должна родиться". Заново. Она Хорошо. говорит: "Я забираю мой дух". И она рождается. Точно, видишь? Это ж она как бы зашла в бездуховное пространство, а теперь она возвращается. Мгм. И вижу, как она вот как кувырок делает. Я ей передаю, чтобы она родилась вместе со своими детьми, Мгм. с Артемом и с Олей, чистыми, благородными, сияющими, в пространстве духа, света, гармонии, достатка, любви, здоровья, долголетия. Мгм. Ух ты! Она вот так как будто кувыркнулась, и такое пространство, и она вот так встала, и такой свет белый, она его как обняла и сама стала сиять, и вижу, как зовет за собой кого-то. А по ее, рот, они так подтягиваются к ней. Мгм. То Я есть ей она передаю, передаст, да. да, информацию о ее освобождении и информацию о алгоритмах освобождения. Призываем отсоединяться, расторгать все контракты с антимиром, Мгм. выбирать жизнь. Да. Мгм. Так, пусть Людмила передаст ее информацию о освобождении тому, кому она хотела, двоюродному там Светлане, Галины, Зое, Елене.
Пусть кому она хочет, передаст информацию о ее освобождении. Да, она передала. Угу. Хорошо. Тогда ну, вроде бы все, я думаю. Да, она Угу. вот так теперь Спасибо. уже Ага. закончила. Ну тогда отлично. Хорошо. Тогда прощаемся с Людмилой. Мгм. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Да. Ага. Благодарю вас за этот сеанс. Вы так хорошо поработали. Все разоблачили и все вернули на свои места. Благодарю. Да. Здорово потрудились. Ну вот. Утренняя заря. Мгм. Да, так все-таки это богиня была, да? Или Ну, мы все, наверное, все боги, боги? богини, да. Главное, что мы Творцы. У меня нет творцы. эго. Эго мое не заработает от этого. Ничего. У нас Нет, должна быть эго гордость. должно быть. Эго Гордость должна правильное. быть, Да. но не гордыня. Да, Гордость и да, да. ответственность за наше решение и творчество. Потому что если человек не осознает свою чистоту, тогда он позволяет другим управлять своей жизнью. Он тогда Ну, не ценит свою жизнь. да, я имела в виду заносчивость, высокомерие там или что-то такое. Ну, это, да, это глупо, потому что, знаете, Да, как говорят, а если все боги, тогда никто не боги. да, Мы все творцы, потому что да, каждый творит. да. Ну, очень благодарна вам. Спасибо и вам, Да, Людмила. Посмотрим сейчас, как это Сатанаил без этого света выглядит. да. Будет не так сияющим. Ну, тогда спасибо, Людмила. И вам А Всем огромнейшее вам можем, благ. можем опубликовать? Ну, конечно, такое нужно опубликовать. Я думаю, многим это будет в радость знать, Конечно. что Да. Очень свет интересный сеанс. ушел. Мгм. Вот Свет. видите, ничего на самом деле такого как бы нового ничего нет. Все как бы и знают, что нужно жить праведно, что не нужно врать, не нужно это делать, не нужно это делать. Но мы сейчас это все видим. Для чего это они совращают людей, чтобы они жили не по конам Вселенной. И даже вот такие мелочи, Мгм. и то они за это Мелочь. цепляются. Это ужас какой-то. То есть Да. мелочей на самом деле нет. А я, интересно, не успела написать, родиться в светлом пространстве забыли. Как там тоже сказали, подождите. Да-да-да. Очень интересно, Да, насколько это, да. связь есть. Да, и тут, и там, как говорится. Ваша мама поет и там, и тут. Как это в мультике. Ой, да. Видите, как оно работает? Если мы ощущаем себя частицей Вселенной, если мы это понимаем, таким образом мы и тогда будем чувствовать свой подсознательный мир, будем чувствовать Вселенную. То есть вот это люди переходят в пятое измерение, и они все будут телепатами. Что такое телепатия? Это как раз и есть качество высших духовных миров, то есть это единство со Вселенной. Это единое в делах, в мыслях, в поступках, в решениях. То есть это гармония с этим прекрасным миром. Вот. И да. А нет гармонии,
Что бы ты там ни делал, на что бы ни настраивался, каких бы Сен-Жерменов не призывал, архангелов, это все такой бред. Оно, наоборот, отсоединяет человека. Потому что, ну, это очень логично. Каждая страна имеет свои правила, да? Вот в Америке, например. Не придерживаешься правил, ну, ты не можешь быть гражданином Америки или другой страны. То есть должен выполнять требования для граждан этой страны. Точно так же и во Вселенной. Выполняешь требования чистой Вселенной, бережешь себя в чистоте от магии, эзотерики, от этой лжи, перекосов, плохих дел. Вот тогда добро пожаловать в наш светлый мир. Ну, вы молодец, Людмила. И вы молодцы. Мы молодцы. Так всё распутали, так все просто великолепно. Благодарю от всей души. Для вас стараемся и для нас. Для нас, для нашего Да. светлого будущего. Да. И для настоящего, потому И что настоящее настоящего, уже и меняется. прошлого. Ради прошлого, настоящего и будущего. Да. Всего доброго, Людмила. Еще раз вам спасибо за вашу миссию. Трудимся дальше. До свидания. Пока-пока. До свидания.